Представьте утро, в котором вы открываете глаза, пытаетесь подняться с кровати, и уже это движение требует усилий. Ноги касаются пола, но привычной легкости нет. Возникает странное ощущение, будто за ночь кто-то незаметно заменил ваши мышцы и кости на китайскую поделку с Алиэкспресс. Вы не заболели, не постарели и не надели бронежилет, хотя иногда стоит. Изменилось только одно число – сила тяжести. Сегодня речь пойдет о том, как гравитация создает разные версии миров, что произойдет с человеком на планете, где вес каждого предмета вырос вдвое, как меняются животные, леса, океаны и города там, где все меняется, в том числе и ландшафт. Какие реальные экзопланеты уже существуют с такими условиями, и что происходит, когда планету тянет не только снизу, собственной массой, но и сверху, близкой звездой или черной дырой. Мы начнем наше путешествие с самого понятного вопроса: что почувствует человек, если однажды проснется в мире двойной гравитации? Такой сценарий звучит как научная фантастика, но за ним стоит вполне реальная физика. Во Вселенной нет правила, по которому все планеты обязаны повторять Землю. Есть маленькие тела, где человек мог бы подпрыгнуть на десятки метров одним толчком и приземляться пару суток. Есть объекты, рядом с которыми до прыжков не дойдет и мыслей. Между этими крайностями лежит огромный диапазон миров с разной массой, плотностью и разным притяжением. Земная гравитация кажется естественной только потому, что мы родились внутри нее. Организм настроен под этот режим с первого дня. Сердце поднимает кровь к мозгу именно в таких условиях. Мышцы удерживают позу при такой нагрузке. Суставы, позвоночник, связки, дыхание – вся биомеханика собрана под одну конкретную цифру. Земля не является обязательным стандартом природы. Это один из рабочих вариантов. Допустим, вы оказались на планете, где поверхностная гравитация вдвое выше земной. Масса вашего тела не изменилась. Вы не стали состоять из большего количества вещества. Ни мышц, ни мозгов не прибавилось, а жаль. Но вес, сила, с которой планета тянет вас вниз, вырос примерно в 2 раза. Если на Земле человек массой 80 кг ощущает одну нагрузку, там его опорно-двигательная система получит эквивалент около 160 кг земного веса. Встать со стула заметно труднее, а с постели еще тяжелее, особенно если пора на работу. Подняться по лестнице утомительнее. Долго стоять на месте неприятно, потому что мышцы ног и корпуса постоянно удерживают тело вертикально, а нести сумки с картофелем – сомнительное занятие. Упавший телефон бьется о пол с большей энергией. Первый о себе заявит усталость. На новой планете любое движение становится дороже с точки зрения энергии. Вы пройдете меньшее расстояние, быстрее запыхаетесь, а значит чаще захотите остановиться. Организм начнет экономить силы почти во всем – в походке, в жестах и в темпе работы. Здесь важно убрать популярное заблуждение. Человек при двойной гравитации не превращается мгновенно в распластанную фигуру, навеки прижатую к Земле. Кратковременные перегрузки выше 2G люди на Земле испытывают и сегодня, например, пилоты и космонавты во время маневров. Проблема не в самой цифре, а в ее постоянстве. Несколько секунд организм терпит одно, постоянная же среда перестраивает весь образ жизни. Сердечно-сосудистая система получает дополнительную работу. Кровь тяжелее поднимать вверх. Сердцу приходится трудиться настойчивее, особенно при нагрузке. Резкий подъем, бег, подъем по склону – все это быстрее переводит человека в режим утомления и стресса. Дыхание тоже ощущает перемены. Грудной клетке и дыхательным мышцам приходится двигать более тяжелую механику тела в условиях повышенной общей нагрузки. Возможно, что через множество поколений человек в таких условиях вполне мог бы не только приспособиться, но и физически измениться. Скорее всего, средний рост был бы ниже, ведь высокое тело удобно не всегда. Длинные рычаги увеличивают нагрузку на позвоночник, суставы и систему кровообращения. Более компактное тело проще удерживать и управлять. Телосложение, вероятно, стало бы шире и устойчивее, центр тяжести ниже.
Ноги короче относительно корпуса, стопы шире, суставы мощнее, как и челюсти, шея крепче, как и лицо. Осанка немного иная, рассчитанная не на демонстрацию идеальных линий, а на долговременную механическую эффективность. И это мы описали просто маленькую девочку. Для местных жителей такой облик не казался бы необычным. Напротив, странными выглядели бы земляне. Слишком высокие, слишком легкие, двигающиеся резкими рывками и быстро устающие в серьезной работе тельца. То, что одна среда считает нормой, в другой выглядит экзотикой. Животный мир менялся бы еще быстрее. Высокая гравитация особенно строго проверяет конструкцию тела. Чем выше организм, тем сложнее поддерживать его массу и снабжать ткани кровью. Это не исключает крупных животных, но меняет их архитектуру. Мир с двойной гравитацией предпочел бы низкие формы, приземистые травоядные с мощными ногами и широкой опорой. Еж, напоминающий канализационный люк, отлично вписался бы в такой пейзаж. Хищники делали бы ставку не на гигантский прыжок, а на ускорение на короткой дистанции, выносливость и хорошее сцепление с поверхностью. На Земле некоторые виды выигрывают за счет высоты обзора, длинных прыжков или эффективных маневров. В тяжелом мире преимущество чаще достается устойчивости, меньше зрелищных движений, больше надежной механики. Отдельный вопрос – птицы. Полет при высокой гравитации обходится дороже. Чтобы взлететь, нужно больше энергии. Чтобы удерживаться в воздухе, нужны подходящие крылья, мышцы и аэродинамика. Это не означает пустое небо, но крупные парящие формы стали бы редкостью. Вероятнее, небольшие, быстрые и специализированные летуны, если атмосфера помогает. Именно атмосфера способна многое изменить. Если воздух плотнее земного, создавать подъемную силу проще. Часть штрафа за высокую гравитацию компенсируется. На одной планете птиц почти нет, на другой они есть, но выглядят совсем иначе. Биология всегда работает в наборе условий, а не по одной цифре. Вода дает еще один путь сложности. В водной среде тело частично поддерживается и механическая цена движения снижается, поэтому океаны тяжелого мира могли бы оказаться особенно богатыми жизнью. Там, где суша требует слишком высокой платы за каждый шаг, море предлагает более мягкие правила. Человек почувствовал бы такой мир как постоянное сопротивление среды. Ему пришлось бы заново учиться ходить, работать, отдыхать и оценивать риски. Но для существа, выросшего там, это была бы обычная реальность, такая же естественная, как для нас привычный вес собственного тела. Но если одна лишь перемена силы тяжести меняет тело, животных, города и повседневность, что тогда происходит с самой планетой? Как выглядят горы там, где камню тяжелее стоять вертикально? Что становится с реками, атмосферой и океанами, когда гравитация растет еще дальше? И существуют ли во Вселенной реальные миры, где эти условия давно стали нормой? Что ж, начнем с небольшого роста, примерно до 3G земной гравитации. Для человека это суровое испытание, но для геологии уже заметный сдвиг. Любая возвышенность сильнее давит на собственное основание. Склоны становятся менее терпимыми к трещинам и рыхлым породам. Там, где на Земле склон спокойно держится веками, здесь он раньше начинает сползать вниз и разрушаться. Вода тоже меняет поведение. Потоки эффективнее уносят осадочный материал, реки быстрее перерабатывают русло, ливни охотнее запускают оползни. Почва хуже держится на крутых склонах. Горы становятся не только ниже, но и более подвижными. Здесь гравитация уже формирует характер ландшафта. Высокие горные стены встречаются реже. Вместо острых зубцов чаще возникают широкие массивы, плато и тяжелые хребты с мощным основанием. Камень выдерживает многое, но не бесконечно. Чем выше сооружение из породы, тем серьезнее нагрузка внизу. Тоже относится к растениям, если такие имеются. Высокий лес сталкивается с двумя задачами одновременно. Нужно поднимать воду вверх и удерживать собственную массу. Поэтому деревья в среднем становятся ниже, толще и устойчивее.
Мир теряет часть вертикали и компенсирует ее плотностью. Существа в таких мирах были бы совсем иными. Но знаете ли вы, что реальные аналоги таких миров уже известны? Например, LHS 1140b – массивная каменистая планета, где поверхностная гравитация, вероятно, заметно выше земной. Если у нее есть плотная атмосфера и вода, все описанные эффекты могут быть частью обычной географии. Но интересно и то, что более сильная гравитация лучше удерживает газы, если у планеты есть чем наполнить небо. Воздух может стать плотнее у поверхности и сильнее сжатым по высоте. Это означает, что большая часть погодных процессов живет ближе к Земле. Облачные слои ниже, вертикальная структура атмосферы компактнее, а подъем на высоту быстрее переводит в разреженные условия. А вот при гравитации около 10 G на поверхности экзопланеты человек уже не может нормально существовать. Это примерно в 10 раз больше, чем на Земле, и организм к таким условиям не приспособлен. Вес тела увеличивается в 10 раз. Человек массой 70 кг испытывает нагрузку как при 700. Мышцы не смогут поднять тело, дыхание резко усложняется. Главная проблема – кровообращение. Под действием такой гравитации кровь уходит вниз, и сердцу становится крайне трудно поддерживать приток к мозгу. Потеря сознания наступает быстро. Даже подготовленные пилоты выдерживают сопоставимые перегрузки лишь на короткое время и с защитным оборудованием. При постоянной гравитации 10 G человек не сможет двигаться, нормально дышать и поддерживать работу органов. Это уже среда, где организм довольно быстро перестает справляться с нагрузкой, и человек отправляется в другой мир, скажем так, полегче. На такой планете поверхность заметно стремится к сглаживанию. Огромные утесы редки, потому что удерживать массивные вертикальные стены трудно. Высокие вулканические конусы нестабильны, обвалы становятся обычным способом редактирования рельефа. Каменистый мир с такой поверхностной гравитацией, скорее всего, значительно массивнее Земли и переживает колоссальные давления внутри себя. Недра работают иначе. Минералы переходят в более плотные фазы. Внутренние слои сильнее сжаты, структуры мантии отличаются от земной. Среди таких объектов интересна Кеплер-10b. Плотная каменистая планета, где сочетание массы и близости к звезде создает крайне жестокие условия. Еще один пример Глезия 367b, вероятно, богатый железом мир, показывающий, насколько необычным может быть состав планет. Если продолжать рост массы, некоторые тела накапливают настолько мощные газовые оболочки, что перестают быть просто каменными мирами и становятся мини-Нептунами или газовыми гигантами. В таких условиях исчезает идея твердой поверхности в привычном смысле, она просто крошится на частицы. Есть слои атмосферы, переходные зоны, океаны экзотических жидкостей и области чудовищного давления. Разговор о горах и лесах там уже теряет смысл. Но и это еще не край шкалы. Существуют белые карлики, остатки звезд размером примерно с планету, но с массой сравнимой с солнечной. Сириус B удерживает вещество настолько мощным притяжением, что поверхность просто отсутствует. И еще дальше находятся нейтронные звезды, где материя сжата почти до ядерной плотности. Там обсуждают уже не рельеф, а поведение вещества в экстремальных состояниях, где жизнь невозможна в привычном понимании. Но и у гравитации есть еще одна форма власти. Иногда она действует не снизу, через массу самой планеты, а приходит извне. Близкая звезда, подобно жестокому массажисту, способна мять мир приливными силами. Черная дыра может изменить его орбиту, нагреть недра и навсегда изменить обличие планеты. Главный механизм такого воздействия – приливные силы. Если говорить просто, ближняя сторона мира чувствует внешнее притяжение сильнее, чем дальняя. Разница может показаться небольшой, но для планеты этого достаточно. Кора деформируется, недра испытывают внутреннее трение, орбита меняется, а климат, если он когда-то там был, кардинально перестраивается. Лучший пример находится совсем рядом – Ио, спутник Юпитера. Он постоянно деформируется под действием приливных сил.
Его поверхность сжимается и растягивается с амплитудой в десятки метров. Порода разогревается изнутри за счет этого непрерывного изгиба, и энергия уходит в вулканизм. Сотни вулканов работают почти без пауз, как РКН, продолжая уродовать спутник. И источник тепла здесь – механическая работа гравитации. Тот же механизм в более глобальном масштабе происходит и на планете HD 69830b. Близость к звезде создает мощные приливные силы, которые прогоняют через планету волны деформации. Кора и мантия постоянно изгибаются, накапливая и сбрасывая напряжение. Это ведет к интенсивному нагреву, нестабильной поверхности и непрерывной геологической активности. Рельеф меняется быстро, выбросы происходят регулярно, и планета остается в состоянии постоянной переработки. Но если посмотреть на одну из самых распространенных категорий звезд в галактике – красные карлики, ситуация выглядит иначе. Эти звезды меньше и холоднее Солнца. Поэтому зона, где на планете может существовать жидкая вода, смещена гораздо ближе к звезде, а близкая орбита означает более сильное гравитационное воздействие. Именно поэтому системы красных карликов так интересны и так сложны одновременно. К примеру, Вольф 1069b обращается вокруг холодного красного карлика на очень близком орбите. LP 899c – еще один каменистый мир почти вплотную к своей звезде. На таких расстояниях именно гравитация начинает задавать весь сценарий развития планеты. Ее воздействие тормозит вращение и в итоге синхронизирует его с орбитой. Планета попадает в приливный захват. Одна сторона постоянно обращена к звезде, как Луна к Земле. Это прямое следствие гравитации. Она меняет не только движение, но и распределение энергии по поверхности. На дневной стороне постоянное освещение, на ночной – вечная тень. Между ними остается узкая зона сумерек. Но этим влияния не ограничиваются. Та же гравитация продолжает деформировать планету, через ее тело проходят волны напряжений, а если есть океаны, они превращаются в систему глобальных приливов. На Земле приливы – это колебания уровня воды на метры. Здесь речь может идти о десятках и даже сотнях метров. Мечта для бессмертного серфера. Так вода регулярно смещается на огромные расстояния, формируя приливные волны планетарного масштаба, которые работают как медленные, но постоянные цунами. Береговые линии в таких условиях нестабильны, а нагрузка на кору становится постоянной. Атмосфера начинает активно переносить тепло по всему миру. Возникают мощные ветры. Облачность перестраивается, а океаны работают как гигантский тепловой буфер. На освещенной стороне могут закрепляться устойчивые штормовые структуры, на темной накапливаться холод и лед. При слабой атмосфере контраст усиливается. Одна сторона перегревается, другая быстро остывает. При плотной оболочке разница сглаживается, и в итоге один фактор – гравитация через приливное воздействие определяет климат, геологию и облик такого мира. Но давайте теперь добавим еще один уровень сложности – двойные звезды. В системе с двумя светилами красиво выглядит не только как закат на планете Татуин. Гравитационная картина там заметно сложнее. Орбиты могут быть стабильными, но внешние условия меняются богаче, чем в одиночной системе. Планета может вращаться вокруг одной звезды, ощущая влияние второй, или вокруг обеих сразу. Популярное внимание досталось небу с двумя светилами под названием Кеплер-16b. Но с научной точки зрения важнее другое. Переменные циклы освещения, сложная динамика орбиты и дополнительные гравитационные возмущения. Во всех этих случаях внешняя гравитация не поднимает предметы с поверхности и не создает волшебный слой с феями, где камни зависли между небом и землей вместе с оператором. Здесь все связано. Планета, атмосфера и поверхность. Ничто не изолировано от процессов вокруг. Зато есть приливы, деформации, нагрев изменения орбит и долгие последствия. Максимум, что может напоминать висящий мир, это короткий момент перед разрушением, когда вещество уже теряет целостность и вытягивается в потоки. Но это не равновесие, а распад, наблюдать который придется лишь мгновение.
Теперь можно перейти к объекту, который прочно закрепился в человеческих представлениях – черной дыре. Планету рядом с ней часто представляют как набор визуальных эффектов: темное небо, искаженный горизонт и непривычные силуэты. Но в такой области ключевое поведение света и вещества. Черная дыра не втягивает все подряд сама по себе, как налоговая. Ее гравитация определяется массой. Если заменить Солнце объектом той же массы, но сжатым до состояния черной дыры, орбита Земли почти не изменится. Движение останется тем же. Исчезнут свет и тепло, но не сама орбитальная механика. Это означает, что планета у черной дыры возможна хотя бы в принципе, если есть устойчивая орбита и подходящая история системы. Дальше все решает расстояние. На далекой орбите черная дыра ведет себя как компактный массивный центр. Планета может обращаться вокруг нее очень долго. Проблема в другом – в энергии. Где взять свет и тепло? Если рядом нет обычной звезды или активного аккреционного диска, такой мир быстро остывает. Океаны покрываются льдом, атмосфера меняется, возможно, жизнь уходит в зоны с геотермальными источниками, люди в бункеры. Если поблизости есть звезда или черная дыра, активно поглощающая вещество, появляется источник энергии, но вместе с ним радиация и нестабильная среда. Небо на такой планете выглядело бы непривычно. Черная дыра сама по себе не видна, как отдельный объект, но она меняет ход света. Звезды за ней смещаются, вытягиваются, иногда складываются в кольца и дуги. Карта неба перестает быть стабильной и начинает плыть, как и наше понимание о происходящем. Одновременно меняется и ход времени относительно удаленных областей Вселенной. На самой планете процессы идут в обычном ритме, но при сравнении разница накапливается. Внешний мир кажется ускоренным, а для наблюдателя со стороны все здесь выглядит замедленным. Сигналы проходят реже, их частота снижается, и изображение тускнеет по мере усиления гравитационного поля. Этот же эффект определяет и наблюдаемую картину. Одиночная черная дыра почти не дает сигнала. Ее находят по движению соседних объектов или по искажению света от дальних источников. Если вокруг есть вещество, ситуация другая. Газ разогревается, начиная светиться, появляются яркие области, фиксируются быстрые изменения яркости. В таких системах регистрируют рентгеновское и более жесткое излучение. Планета в подобной среде почти недоступна для прямого наблюдения, а ее существовании судят по динамике всей системы. Для самой планеты гравитация задает не только орбиту, но и условия среды. Важна не столько сила притяжения, сколько ее неоднородность. Разница сил на разных участках вызывает деформации. Если орбита проходит близко, эти различия действуют постоянно. Недра разогревается, кора испытывает напряжение, и поверхность относительно быстро меняется. Это чувствуется и в повседневных вещах. Вес тела человека определяется местной гравитацией и может оставаться привычным, если орбита проходит достаточно далеко, но нагрузка распределяется иначе. Сила притяжения чуть отличается на разных высотах. У поверхности она одна, на высоте немного другая. В обычной жизни это почти незаметно, но на больших масштабах начинает влиять на движение атмосферы и океанов. Меняется и небо. Под действием гравитации искривляется траектория света, поэтому оно перестает быть фиксированной картой. Звезды смещаются, их положение зависит от направления взгляда и времени. Ориентироваться по ним становится сложнее. Если орбита ближе, гравитация начинает проявляться через приливные силы. Ближняя сторона планеты притягивается сильнее, дальняя слабее. Возникают деформации, недра разогревается, кора испытывает напряжение, а значит усиливается вулканизм. При еще большем сближении включается другой режим. Разница в гравитации становится слишком большой. Приливные силы превышают прочность планеты. Сначала она вытягивается, затем трескается, теряет атмосферу и распадается на потоки вещества. Обломки нашей планеты постепенно переходят в аккреционный диск вокруг черной дыры. Но в этом есть и хорошие моменты, мы стали частью этого шоу. Подтвержденных землеподобных миров у черных дыр пока нет,
Но сама идея уже не выглядит фантастической. Мы знаем, что планеты способны существовать рядом с гораздо более жесткими объектами. Первый подтвержденный экзопланетный мир вообще был найден у PSR B1257+12 нейтронной звезды. Если планета может пережить взрыв звезды, остаться в поле такой гравитации или сформироваться заново, значит диапазон возможных условий гораздо шире. Человек ищет миры, похожие на наш с вами, но Вселенная работает проще. Одни и те же вещества – камень, лед, газ, металл – дают разные результаты в зависимости от массы, расстояния и гравитации. Где-то этого набора хватает, чтобы удержать атмосферу, сформировать океаны и дать время сложным структурам. Где-то гравитация ведет к другому результату. Поверхность нестабильна, кора трескается, остаются лавовые равнины и холодный ветер. И в этом месте все сводится к простому выводу. Все решает диапазон гравитации. Если он подходит, материя удерживается и система работает. Если нет, устойчивость быстро заканчивается. У канала «Злой космос» с этим все в порядке. Основная часть контента уже сместилась на Boosty и Patreon. Там выходят ранние версии выпусков, дополнительные разборы и материалы, которые не попадают в открытый доступ. Если вы смотрите только здесь, то видите лишь часть. Все остальное по ссылкам в описании. Добро пожаловать на борт. Итак, если посмотреть на Землю с этой точки зрения, видно, условия здесь сложились весьма удачно. Гравитация удерживает атмосферу и океаны, но не разрушает сложные структуры. И этого достаточно для жизни. И дальше остается факт, с которым приходится работать. Те же законы, которые в одном месте собирают мир, в другом его разбирают. Мы видим результат, но не управляем условиями. Можно считать это совпадением параметров, можно следствием правил, которые мы пока понимаем лишь частично. В любом случае, вывод простой. Мы находимся в той точке, где все сошлось. И это не ответ, это исходные данные.